Всем привет! Привет, ребят! Продолжаем свою, как говорится, ипотечную эпопею. После выхода предыдущих двух видео, кстати, это третье уже видео из одной и той же серии, оно продолжение, поэтому предыдущие два вы сможете найти по ссылкам в описании к этому видео. После предыдущих двух видео некоторые люди стали писать в комментариях, что давайте поможем Грише и Ане собрать денежек на дом, на квартиру. Друзья, хочется сказать, что мы никакие сборы не ведем, мы ни у кого помощи не просим, то есть мы не открываем никаких сборов, и мы не просим помогать нам, как некоторые люди пишут. Финансово. Да, как некоторые люди пишут, давайте скинемся Грише и Ане, там, или зачем нам скидываться Грише и Ане. Мы ни у кого ничего не просим. Просто сложилось мнение ложное у людей, что раз мы выкладываем видео о том, что мы ищем дом, не смогли купить дом, что мы нуждаемся в дополнительных средствах, что мы говорим, что нам не хватило денег, да, и теперь нам нужно слать помощь на покупку дома. Как бы на самом деле данные события происходили этим летом, давно, то есть мы рассказываем просто сейчас то, что было залито, вот. Не было времени снимать тогда и рассказывать, влоги вести, а сейчас вот как бы материал свой собрали и хотим уже поделиться, что у нас вообще получилось из этого. Вот, поэтому... Специально даже этим летом не выкладывали вот данные видео, а то сейчас выкладываем, потому что мы предполагали, что начнется ажиотаж такой, люди будут думать, что мы просим денег, Да. рассказывать о своих проблемах. Вот даже сейчас мы делимся тем, что уже случилось. Вот, это не происходит сейчас, Как бы мы и писали это в комментариях, что эти события, они были давно, то есть они уже давно произошли. Да. Вот, поэтому мы не можем вот так вот бум, все сразу рассказать, как бы все как было. Потому что да, было много событий, о которых хочется рассказать, которые не хочется умалчивать. Потому что были какие-то непростые такие вот ситуации. Неординарные. Да, неординарно, непростые ситуации с нами произошли. Поэтому мы еще об этом расскажем. И то, что мы делимся с вами, с нашими подписчиками, с нашими друзьями этими видео, рассказами из нашей жизни, это не значит, что мы жалуемся. И что мы намекаем на то, что вот нам так плохо, там, шлите нам денежек побольше. Я уже писал неоднократно в комментариях людям, которые пишут, что вот вы типа на жалость давите, вы жалуете. Как можно по-другому рассказывать о событиях жизни, да, вот допустим, вы приходите к другу или подруге и говорите там, Василий, знаешь, меня на работе зарплату сократили, да. Вот, вы при этом, получается, как бы жалуетесь своему другу. Просто, да, жалуешься, что тебя сократили, да. Значит, ты, наверное, денег хочешь, Вот, по-любому. вот. Ну это ж не так, вы же просто пришли и другу рассказали, что у вас такая вот, проблема, да, но это ж не значит, что вы на что-то намекаете, что-то от него хотите, там. Мы благодарны людям, которые, как сказать, на наши видео так среагировали, решили помогать, но я опять же повторюсь, мы не ведем никакой сбор. Нет, просто чтобы не складывалось сложное мнение о нас, что мы собираем деньги, и сейчас мы нуждаемся в помощи на покупку дома, мы не нуждаемся в помощи на покупку дома. Вот. Если кто-то прислал деньги, просто поддержать нас, поддержать канал. Конечно, огромное спасибо. Нам очень приятно, что вы нам доверяете, что мы вам симпатичны как люди, что вы искренне хотите нам чем-то помочь, сделать нам приятно. Просто приятно, конечно, да, очень. Очень приятно. Просто мы переживаем, что у людей может сложиться ошибочное мнение, и потом люди будут нам же и писать, что я вот вам деньги на дом переводил, а вы, оказывается, и не в них и не нуждались. Вот. И еще люди, многие там пишут оскорбительные комментарии, что мы не работаем, что мы поберушки, что мы эти видео снимаем только для того, чтобы нам деньги на дом прислали. Это вот опять же, повторюсь, не так, мы работаем, все у нас нормально, ипотеку мы будем выплачивать сами, когда ее возьмем. Или уже взяли, мы не будем пока знаете, рассказывать, да мы еще до этого дойдем, ребят, да. Поэтому. Ладно, мы не будем все равно развивать. Да, мы высказались, ну а теперь по данной теме, по поводу квартир, чтобы вас не томить долго. Ну так вот, как мы уже говорили, мы решили искать квартиру. Там многие люди в комментариях писали, давали советы, мы их все прочитали. Вот. Ну, я опять же повторюсь, что мы уже рассказываем тех событий, которые уже прошли. Вот. Но, в принципе, наше мнение совпало с мнением людей. Так вот, нашими критериями было, это, конечно же, квартира на первом этаже. Да. Потому что у меня коляска, да. Чтобы был откидной пандус хотя бы в подъезде. в подъезд.
Но отдельный Ну, пандус желательно, тяжело да. очень. Все равно, потому что даже по отдельному пандусу меня закатывает либо папа один с трудом, либо закатывает мама, а Аня стоит на ступеньках сверху, принимает и помогает наверх закатывать дальше. Это тоже очень тяжело. Первый этаж опять же нужен для того, чтобы сделать потом съезд с балкона. Ну да, съезд с балкона очень будет нас выручать. Да. Очень хотим сделать так. Потому что у многих, вижу, колясочников в квартирах на первом этаже есть съезды с балкона, очень удобно. Вот. Ну и искали, конечно же, в квартире, чтобы был балкон, хотя бы один, и чтобы возле балкона, чтобы он не выходил прямо на трассу. То есть можно было сделать здесь какой-то земельный участок Да, чтобы был небольшой. какой-то двор, чтобы Да. можно было съезд сделать в этот дворик, чтобы был какой-то небольшой участок, как Гриша сказал. Вот, чтобы он мог съехать на колясочке и спокойно постоять. Не как бы, допустим, мы живем здесь, у нас тротуары, и люди мимо бегут. Ну да. Укрыться даже негде, то есть вообще. Даже меня сносит, когда я просто вот спускаюсь вниз. Ой, что там говорит, а машин здесь сколько стоит во дворе? Да, машины-то по везде. Ой, вообще, Ладно, даже не- таксисты ужасаются, когда к нам сюда заезжают. Ну да, есть такое. Ужасаются, нельзя машину Хотела тут поставить. даже. припарковаться, я-моё. Ладно, это распространенная проблема. Не у нас в об России. этом все, да. Нам сейчас напишут, ребята, вы в Москве поживите. Да. Вот. Как кто-то писал, у вас хоть небо с окна видно, у вас даже небо не видно. Да. Чего вы жалуетесь? Но мы еще могли взять до 3-го этажа квартиру, потому что в 14-этажном здании получается. Да, потому что у нас в 14-этажных зданиях уже есть грузовые лифты. То есть, где выше 10 этажей, там, в принципе, есть грузовые лифты. Да. Вот. И мы могли бы жить на 2-м, на 3-м этаже, но съезжать по грузовому лифту. Почему не выше, почему не 5-й, не 6-й? Потому что наша мама, Анина мама, боится. Она боится очень лифтов, у нее клаустрофобия. она не ездит на лифте никогда. Принципиально не ездит на лифтах, она только пешком. А в 68 лет туда-сюда Пешком не пешочком ей будет проходишь, да. тяжело, да. Вот. Поэтому искали только до 3-го, чтобы как-то вот можно было ей спускаться, подниматься. Ну да. Ну, второй критерий у нас это площадь квартиры. Конечно же, хотелось бы квартиру побольше, хотя бы 2-3-комнатную. Сейчас я подозреваю, что там некоторые люди начнут комментарии писать, о, зачем вам такая большая, люди в коммуналках живут. Но, если честно, мы же берем ипотеку на длительный срок, как бы. И если уж брать, так уже брать нормальное Да. жилье, потому Чтобы всем что хватило места. мы не говорим там по площади, чтобы она была офигительно большая. Просто чтобы у нее были комнаты, 2-3 комнаты. Пускай даже они будут не особо большие, но чтобы они были вот эти Раздельные. раздельные. 2-3 комнаты. Маме моей нужна своя комната отдельная, по-любому. Бывает часто тоже и болеет, и давление, мне нужно одной в тишине полежать все равно. Ребенку в будущем нужна будет своя комната отдельная, он мальчик. Поэтому Да. нам, муж у меня все-таки болеет, нам нужна своя отдельная комната. Вот, ему положена все-таки отдельная комната тоже. Мне положено от государства. Да, ему положено, да, но Для нас... на что, как я говорю, что положено, на то наложено. Вот так вот. Нет, я говорю, что наоборот, у нас в России что положено, на то положено. Да, ну ладно. Вот так вот. Если приходит мама моя помогать там, да, то как бы хотелось бы как-то в отдельной комнате, если она Да, море, просто есть то еще такие пришел. какие-то моменты, что, ну, Грише надо, даже моя мама, допустим, не заходит в комнату. Как бы, ну, нельзя, как бы, ну, Грише нужна отдельная комната, где он мог бы переодеться, Ну, там, я что-то думаю, сделать. это какие-то- поймут люди, а то это как я с физическими В ванную пойти, особенностями. нужно здесь переодеться. То есть, как бы, нужно ему в отдельной комнате Да. быть все-таки. Третий критерий у нас было это наличие двора. Да, чтобы вообще был двор. Потому что здесь есть такие дома, особенно многоэтажные, где дворов вообще нет. Можно будет ребеночка выгулять, чтобы Песочница, да, здесь чтобы был хотя бы какой-то тротуар ровный, чтобы можно было и Гришка на коляске вывести, чтобы он мог, чтобы его вообще вести можно было. чтобы были качельки, здесь площадка. Я просто привык жить, допустим, там вот где живут мои дети, и там вот у них идеальный двор. У них образцовый двор здесь, наверное, Да. во всем районе, наверное, да? Да. Они часто первые места занимают, их двор. Вот, то есть Там хорошая хороший. песочница, там детские площадки. Причем эти люди, это не футбольные. какой-то элитный дом, там вы не подумайте, там обычная девятиэтажка, сколько ей, больше 20 лет, да, Да. ей. Вот. То есть просто там вот люди так собрались дружно, и всем двором они складываются, у них есть там староста дома, которые складываются. В соседнем доме тоже есть В староста. соседнем доме есть староста дома, там, и они складываются, делают постоянно какие-то ремонты,
То есть ухаживают, к ним заходишь даже вот на лестничную площадку, там чисто, идеально, все покрашено, то есть хорошо все. Они даже Во добились, дворе все супер. они даже сами добились, чтобы у них в подъездах камеры видеонаблюдения поставили Да. на входе в подъезд. То есть вот такой Во двор дворе хороший. чистенько все, да, цветочки люди сажают, ну хорошо. Но мы понимали, что мы не найдем такой двор. Подобный двор, да. Да, но искали хотя бы хоть что-то В нормальное. нашем дворе, где живут родители, не было квартир на первом этаже в продаже, поэтому Да. мы там не нашли. В общем, критерием у нас был двор. А какой-нибудь такой вот нормальный двор с площадкой совсем. Потому что бывало, что либо вообще двора нету, либо он весь выбитый, вот выходишь на улицу, а тротуар весь вот полностью вытоплен. Явно как будто там бомбардировка шла, бомбы падали. Вот. Либо выходишь во двор и стоит по центру двора огроменная трансформаторная будка и все, больше ничего нет. Да, И, да. и кругом машины. Следующим критерием для нас было это хороший район. То есть двором, да, но еще важно наличие хотя бы какого-то, не знаю, парка небольшого, или хотя бы аллеи, ну или хотя бы местечко, где погулять, чтобы не было там кругом одна трасса, там, да, Да, просто хотелось, чтобы был какой-то скверик, чтобы было тихо. да, тихо, Подальше от трассы, подальше Чтобы- от запахов машин. чтобы было где выгулять малыша. Да, чтобы было где Гришу выгуливать, малыша выгуливать. вот. Аню выгуливать. Да, Чтобы было всем где выгуливаться. да, поэтому Ну еще, конечно, немаловажно это наличие магазинов. Чтобы рядом были аптеки, магазины, может быть какой-то, ну хотя бы недалеко рынок какой-то. Конечно же, наличие детского сада рядом, чтобы школа была рядом. да, раз уже решили остаться в городе, решили брать квартиру, то, конечно, все эти вещи немаловажны, все эти нюансы. Самое главное, чтобы родители рядом были, чтобы были недалеко, потому что мама Гриша приходит помогать. Вот. Да, это мы забегаем вперед, это вот следующий раз такие критерии, чтобы Да. родители были рядом. Потому что мы смотрели, у нас Белгород как бы делится на две территории. Протекает, получается, река по центру города Белгорода. Одна сторона Белгорода это центр города, и другая сторона Белгорода это более запад, ну, Спальня. спальный район, да. Вот, мы как раз таки живем в спальном районе. Вот, и мои родители живут в спальном районе. Поэтому квартиру мы, естественно, рассматривали все в этом спальном районе. И опять же, не особо далеко от моих родителей, чтобы... Чтобы можно было шаговой доступности, Да. чтобы можно было пешком прийти и помочь. Да. Потому что мама бывает вечером приезжает, может даже быть такие авральные ситуации, когда несколько раз, когда еще Аниной мамы здесь не было, Ане было очень плохо со здоровьем, и приходилось вызывать скорую. И когда скорая приезжала, допустим, надо было Аню увозить на скорой, предположим, да, там, тогда она еще не была, не беременна, ничего, просто со здоровьем. Да, как-то вот. бывали. Да, бывали проблемы. И меня же одного нельзя оставить дома. Поэтому приходилось звонить маме, чтобы она срочно прибегала. Но Либо бывало такое, что у Гриши вот проблемы были тоже одно время сильно, когда шли камни с почек. да. Тоже было сильное давление, ужасно, то есть плохо себя чувствовала. Я одна, мамы еще не было моей здесь. Я одна не могла справиться, мне страшно было. Приходила мама помогать мне тоже. Наши мамы молодцы. Да, мама, Выручают нас да, хорошо. до сих пор приходится, как говорится. Кто там думает, что я все на себя взяла, на самом деле не так. Мама приходит, помогает каждый день стабильно с Гришей. Да, раньше бывало, что не звали, по 10, по 14 дней не звали, но это раньше было. Сейчас я еще не могу какие-то вещи делать, не делаю. Поэтому мама помогает, каждый день стабильно ходит. Еще критерием было это, чтобы район был Ровный. Да, ну Чтобы территория была ровная. Просто мы живем, у нас здесь гора, как бы, да, вот, как гора как называется. гора она называется, вот. И здесь, Харьковская гора. да, здесь у них склонов очень много, вот. И улицы неровные. Поэтому искали такой двор, чтобы более-менее была ровная площадка. То есть дом стоял более-менее на ровной площадке, не на уклоне. Потому что смотрели квартиры на уклонах. Но даже дело не в том, где стоит дом, а дело в самом районе. Потому что вот гулять по нему будет очень тяжело. Вот. Да, Для здоровых людей, которые ходят своими ногами, это как бы не так ощутимо. Но, допустим, когда Аня везет меня на коляске, то и приходится вести в горку. В горку, да. Или Вроде бы- когда с горки коляску вниз тянет, она Да, катится. она бежит за мной и говорит, видишь, что ты сам катишься. Да, вот вообще.
Когда у меня была другая коляска, чуть потяжелее, она просто садилась на подлокотник, и мы с горки вместе катились. Ну да, да, мы катались. Ну это тоже, где не сильно крутая горка. Да. Но в горку это я еще хотел сказать, что вот идете по улице, вроде бы улица ровная, а вот когда катите коляску перед Да, собой, то почувствуете чувствуется, разницу. что тяжело, да. Поэтому на таких районах, где горки везде, мы стараемся с Аней не гулять. Поэтому мы вот с критерием еще был район более-менее ровный. Я все время ругаюсь, что у вас за город? Эти склоны, блин, ну нифига, ну невозможно. Я с Казахстана, у нас там равнина. Я до сих пор не могу привыкнуть, что здесь такие склоны. Ужас. Напрягает, честно. Сейчас тебе напишут, и валиться Казахстан. Да? Ну, Как ты там уже поздно писали? уже валить в Казахстан. Да. Видишь. Ну что ж, перейдем тогда к квартирам. Как мы уже обещали, расскажем немножко о том, какие квартиры мы искали. Точнее, как мы их искали. И что нам попадалось. Ну, в принципе, уже мы рассказали про свои критерии, поэтому как-то рассказать сейчас про квартиры, я думаю, так будет все понятно. Вот. Да, и начали не с того. В общем, ну да ладно. В общем, мы... Короче говоря, открыли интернет, Авито, Домофон. Да, всевозможные сайты подкрывали. Ну, все, которые знаем. Ну, Да. я знаю только Авито, Домофон, по крайней мере. Не знаю, какие там Гриша еще знает. Ну, в общем, мы искали по районам, которые нам больше всего нравятся. Сначала мы искали как раз таки в том районе, где везде горки, потому что этот район находится на отшибе. Почему на отшибе захотели? Почему именно вот там? Потому что там такой район, что там как бы Природа. пустырь есть, и там вот вид на природу. То есть На там поля. такие, поля зеленые, туда такой запах свежести из этих полей. И лесочки там где-то там вдали виднеются. Ну там здорово, то есть там можно выйти из квартиры, и сразу у тебя за домом это поле. Да. И вот только из-за этого мы туда поехали смотреть эту квартиру. Ну, вот. В принципе, квартиры были неплохие. 2 квартиры мы там посмотрели. Да, но потом Там поняли, район. что район там везде кругом ступеньки. Да, просто задумались. Дом там, вот квартиру, которую я смотрела, именно вот за домом поле, там у них вот реально склон, сильный склон. Дом стоит на склоне. Даже во двор, когда заходишь, двор весь прям, вот он такой покатый. То есть там невозможно Гришку там вообще даже колясочку поставить нельзя будет, она будет катиться. То есть невозможно. Поставила, отвернулась, а Гриши нету. Да, квартира так большая была, в принципе, я зашла. И 3 балкона там было. На одном балконе даже была кладовка встроенная, сделанная. Вот. И вид был на это поле, все прекрасно. Ну, какой-то ремонт, конечно, косметический нужно было там делать. Так, все немножко так, в таком состоянии уже не свежем. И балкона там видно было, что где-то дыры есть, на улицу выходят. Ну, сами понимаете, как бы мы по цене, по фильтру ставили, нам приемлемый, да, поэтому квартиры разные были. Огромный висел газовый котел. Этот котел, он занимал приличное место на кухне. С одной стороны, Свисал. это, конечно, Так безобразно. плюс. У вас всегда будет горячая вода в доме, даже в сезон, Да, когда у нас отключают. Свое отопление, вы всегда можете его перекрыть там и не переплачивать. Но с другой стороны, это минус. Не знаю, правда, неправда, но многие мне рассказывали, Они что ломаются ломаются, часто да. еще. Дорогие газовые котлы котлы. очень сами Да, по они себе. очень дорогие, и они бывают так Выходят из строя. сильно выходят из строя, что можно газом потравиться в Угореть, квартире. да. И там вот в таких квартирах очень маленькие кухни. Еще нам там соседка одна, там соседнего дома, продавца, она нам сказала, что эти дома строились очень быстро, строил какой-то местный депутат, ну, перед выборами. Он их понастроил и построил, видимо, из некачественного материала, и, в общем... И на сильных склонах еще. Да. Они ползут, он сказал, что они постепенно ползут вниз. В общем, дома пошли трещинами. Вот. Из-за этого, да, трещинами. И, в пошли. общем, люди сейчас быстро пытаются эти дома как бы распродать. Вот. Так что вот, поэтому мы решили отказаться от этого района, именно Да. от этой вот улицы. Сначала загорелись, но потом передумали и стали искать по другим районам. Еще одну квартиру смотрели, это была самая-самая первая наша квартира. Тоже, там вообще 4 комнаты, большая квартира, кухня, в принципе, приемлемая. Но не понравилось, допустим, первое, что когда заходишь в подъезд, поднимайся по ступеням и сразу квартира.
То есть я даже не как-то А, объяснить. там, подожди, там не было там брони, по-моему. Там не там было, ничего не Не было. было Вот там. сразу квартира, и там допустим проход, что любой человек, который зашел в подъезд и идет к лифту, да, он обязательно проходит мимо нашей входной, ну вот, чтобы мы купили эту квартиру, мимо нашей входной двери, и он чуть ли не стукается об нее. То есть и там не было тамбура, и в общем это было постоянно слышимость в квартире, как будто тебе по двери кто-то стукает, долбит или стоит под дверью у тебя подглядывает с тобой. То есть не очень хорошо, верно? Да. Еще почему на эту квартиру нарвались, потому что в интернете стояла цена такая приемлемая, ну Ага. как приемлемая, и описание было хорошее, что в квартире там ремонт. Было там пару фотографий каких-то, там ванная, по-моему, Ванна, фотографии, туалет. по-моему, да и все, по-моему. Но мы пришли туда, а там на самом деле все в таком ужасном, правда в ужасном состоянии. Вообще очень ужасно. Мы когда туда вышли, потом даже моя мама сказала, ребят, говорит, вот мы сейчас вышли с этой Там все квартиры. надо почастую ломать. У меня ведь Просто. такое ощущение безысходности. Полы проваливались Полы в квартире проваливаются. сразу. Окна Всё все, были, гнилое. окна все были деревянные полностью. Окна были. Я даже к этим окнам подходила, смотрела. Там щели были, эти окна, ну, обычно старые-старые То деревянные есть окна. там говорить про Даже не окна, крашеные ни разу. потолки были вообще, они сыпались. Просто он Да. смотришь, а он Обои всё пол тоже. потолка, Ну да ладно, обои. пол потолка вывалилось, и он вот дунь на него посыпал. Цену они просили как за квартиру с ремонтом. Да. Потому что, ну как с ремонтом, по описанию нормально все было. Ну, мы тоже были не против взять квартиру с ремонтом, в принципе. Ну как с ремонтом, хотя бы, чтобы были пластиковые окна, я заговорюсь, хотя бы, чтобы были пластиковые окна, вот, это уже хорошо. Но просить такую сумму, где даже нет ни в одной комнате пластикового окна, где прогибаются так реально полы, то есть... Я тебя перебью. Там мало даже пластиковых окон, потому что там сами стены и сам потолок, он сыпется. То есть Я, честно, не заметила, что сами стены сыпались. бетонные стены, вот, ну вот, я не знаю, это, по-моему, панельный дом, может быть, кирпичный, оно уже все крошится и сыпется. То есть я предполагаю, Скорее что... всего, это от влажности, мне кажется. Да, Влажность потому большая. что мы когда зашли, пахло очень сыростью и канализацией. И мы когда туда ушли, потом, спустя где-то неделю, может две, нам знакомые, которые давно-давно покупали квартиры и несколько лет искали себе Да, квартиру, которые на этом собаку съели. да, они сказали, что тот район, те дома, Да, ребята. у них очень плохая канализация, и их периодически, когда сильные дожди, затапливает, Затапливает. и вся канализация в подвале полностью поднимается, все это всплывает, извините меня за выражение, всякие фекалии и Да, все. Короче, и стоит это там под домом в подвале, пока не приедет кто-нибудь и все это не откачает. Да, то есть вот такая вот ерунда, Вот. чтобы мы там даже не брали, сказали. В этом Да, и мы неудачный район. сразу район этот отсеяли. Мы когда уходили от них, мы стояли возле дверей входных, они были закрыты, все, ну, у них в коридоре просто. И вот мы стоим, и в коридоре летает куча мух Ну да. и моль. Их прям вот полчища летают, но хозяева, вот как раз хозяева слышно. стоят, с нами общаются и делают вид, что они их не замечают. Да, когда я говорю, я им сказала, вы как-то будете торговаться, у вас тут то-то, то. По-моему, она вообще, я вообще, по-моему, не хотела скидывать. Ну да, я надела вид, что моли не летает, мух нету. А мы стоим, они нас облепляют вообще. Как бы, ну, может, они так привыкли, просто я не знаю. Вот в этой квартире, которую мы сейчас рассказывали, я был вместе с Аней, со своей мамой, ну, мы в основном втроем ходили. Мгм. Вот, но было еще очень много квартир, на которые я даже ездить не стал. Вот, потому что, ну, столько квартир не переездишь, не Просто пересмотришь. многие квартиры мы смотрели уже вечером. Да. Вот, и неудобно Гришу было возить, там, тем более такси вечером сложно. Не хотят инвалидные коляски брать вечером. В час пик, в такое время, когда Но все они с не работы то, что- возвращаются. Не то, что не хотят брать, просто загружены очень. Да, они загружены, Ждать долго. поэтому да, отказываются и сбрасывают заявку. Поэтому мы решили с мамой, с Гришей вдвоем. Первое время я боялась одна ездить по квартирам. Там просто с риэлторами, с мужчинами, там с кем-то созванивалась, или там с женщинами, там мало ли чего. Просто вот, ну, боялась куда-то ехать в квартиру, там с кем-то разговаривать, как бы человека не знаешь лично, вот, мало ли чего. Мне страшно было одной. Поэтому с Гришиной мамой вдвоем Ну да. выезжали и смотрели, а Гриша дома оставался. Вот. Ну и мне было не страшно одну было писать. Мало ли чего всякого бывает. Конечно. Приехали мы с Гришиной мамой, в общем, выбрали квартиру, с риэлтором созвонились, а все там. Приехали, получается, дом 12-этажка был, свечка с грузовым лифтом. Квартира продавалась на 3-м этаже. Так как есть грузовой лифт, мы решили посмотреть. Нам, возможно, этот вариант подойдет. Ну, конечно, когда мы уже туда приехали по адресу, мы увидели, что там
как будто бы такое ощущение, что это какая-то как яма или котлован. В общем, дом стоит на какой-то неровности, там какой-то склон крутой, в общем. Но мы все равно поднялись, посмотрели квартиру. Квартира была большая, была там все было, кстати, в квартире все было чики-пуки, как говорится, все было хорошо. Квартира понравилась. Но из-за того, что вообще двора нет, полностью двора нет. То есть он в ужасном был состоянии. Он был весь выбитый. Плюс это далековато от родителей, довольно далековато было. Вот. И плюс там гулять невозможно было бы на коляске. Не то, что Грише на коляске, даже с ребенком с коляской мне там было тяжело. Я бы не смогла там даже коляску упереть ребенка. Там лестницы везде. То есть я видела сама лично, как пара шла, и муж тащил на себе эту коляску с ребенком в руках. И они пытались как-то там спуститься с этой коляской, чтобы там на какую-то площадку и там внизу выйти. Там, в общем, или они наоборот где-то с площадки сверху спускались, чтобы в дом попасть. Там, в общем, страшно как-то. Нереально, блин. Поэтому мы посмотрели, но вернувшись домой, конечно, отказались тоже от этой квартиры. Да, тоже приехали, квартира. Мы зашли, квартира нам, в принципе... Я видел, тоже, в принципе, хорошая квартира. В принципе, да, понравилась квартира. Единственное, конечно, что смутило, то, что съезд с балкона там будет сделать негде. Балкон выходит во двор. Вот, а двора там практически тоже нет. Как бы, ну вот, как сказать, он весь тоже заставлен машинами, и там проходной двор. То есть там нету кровного такого места, чтобы где-то с балкон так расположен, что он, во-первых, там один у них балкон всего лишь. И он прямо, получается, около дверей подъезда. То есть нет такого, чтобы там сзади дома был балкон, и можно было там сзади съехать. Такого там не было. Нам было бы неудобно. И, честно говоря, цена была, конечно, хорошая. Кусачая цена была. Поэтому тоже отказались. Точно, да, была еще квартира здесь, вот недалеко, прямо от нашего района, где мы живем. То есть можно пешочком дойти туда. И мы так и сделали. Мы с Гришкой, с мамой с его отправились втроем туда, пешочком. Ну да, это мы днем пошли. Днем пошли, да. Мы днем туда пришли, нам все понравилось. Там и квартира хорошая, и ремонтик есть хороший. Квартира, да, понравилось все. Все, большая, единственное, один балкон в зале был полностью не застеклен пластиком. Да, он не был утеплен, не застеклен. Я не знаю, у них пластиковая дверь в зале стояла. Нет, тоже не стояла. Тоже деревянная, по-моему, да, старая. Шатана, да. Они даже стекло не сделали. Ну да. Не, люди понравились. Люди понравились очень, да. Понравилась квартира. Вот, участок есть, и, в принципе, съезд было где сделать. Да, и там много где было съездить, большой участок. А что самое понравилось, мне понравилось, то, что сзади дома такая вот как площадка зеленая, как такое поле небольшое. Там деревья, и за ними какой-то котлован. Я сначала не знала, что там за котлован, а потом нам сказали, что там что-то строят, какая-то стройка идет, в общем. Дом стоит как на окраине, как бы, и, в принципе, мне понравилось, что именно вот зеленое насаждение за домом, что есть площадка, где погулять. Но это было, опять-таки, я вам говорю, днем. Сразу говорит, что мы квартиру, наверное, берем, да. Будем оформляться, все прочее. Мы потом с твоей мамой, да, по-моему? Да, наверное, дня через 2 даже, наверное, да? Дня через 2, да. Дня через 2. Мы решили вечером прогуляться. Я потащила их, говорю, ребята, давайте пойдем туда вечерком, просто прогуляемся. Вот просто вот посмотрим квартиру, маме моей покажем, она не видела, покажем просто вот снаружи и дом покажем, чтобы она видела, где мы квартиру, где нам понравилась квартира, где мы, скорее всего, ее возьмем. И мы же пошли, Гриша, я и моя мама и малыш. Мы все туда поехали гулять. Вот, еще скажу, что, во-первых, там тоже склон, как бы есть. Сам дом стоит на равнине, как бы, но когда к нему идешь, надо по склону опять-таки идти. Мы так просто долго искали квартиру, поэтому мы уже увидели, когда и цена нам нормально была, и квартира, поэтому мы уже вцепились. Дом стоит, главное, на ровном участке, ладно, там как-нибудь выберемся дальше, там чуть дальше, там уже подъем был просто такой кривой, косой. Сначала мы переднюю часть дома посмотрели, все было хорошо, вот. Но потом мы пошли в ту часть дома, где мы планировали с балкона съезд делать. Именно вот за дом пошли. То есть на это поле пошли туда. Там еще детская площадка такая импровизированная и у них сделана. Она, правда, не асфальтирована, ничего, там все перекопано. Там скамейки стоят еще. И сидит женщина и поет. И громко-громко поет. Нет, она сначала не пела. По-моему, она пела. Не. Она как раз перестала петь, когда мы появились там. Но она не пела, мы не слышали. Что-то она там кричала. Она потом, когда мы уже стали оттуда уходить, она запела. А так она просто сидела.
Когда мы стали мимо приезжать, она говорит: о, а это говорит, что у нас тут за коляска. То есть она так сказала, что мы поняли, что она там живет. И мы с ней повернулись, а она такая нам: здрасте. Вот, мы ладно, не придали Мы значения. пошли дальше. Да, и заметили, что она попивается. Да, во-первых, там эта площадка, все это вот, то, что сзади дома, это поле, оно толком не освещается, кстати. Да, там фонарей вообще не было. Фонарей нет, как-то в сумерках, в темноте. В общем, женщина сидит, попивает. Комарятник какой там был. Ну, это позже сами. Из-за того, что много деревьев, там травы, там очень сильный комарятник был. Ну, мы сами хотели отшить. Мы сами хотели природу, хотели Да. природу, получаете природу. Природу хотели. В общем, мы стали от нее отходить от этой женщины, и она стала песни петь. В общем, ну ладно, человек выпивает, может праздник. Но пройдя чуть-чуть дальше, поворачивая за дом, там стояло 3 мужчины. Вот, это тоже были в Джабарян пьяные. Да, вообще, Что-то знаете, там обсуждали какую-то машину. Пройдя еще чуть дальше, это просто мы обходим дом. Пройдя еще чуть дальше, там еще пьяные люди, которые карабкаются, там такая горка была, и типа деревья, еще что-то. Они вот туда карабкались по этой земле, не знаю, цепляясь за ветки. Видно, что Джабарян пьяные. В общем, мы там побывали вечером и поняли, что район, ну да, вообще по-другому, вообще с другой стороны посмотрели. В общем, я бы просто побоялся Аню даже вечером с ребенком там выпустить, из-за того, что такое количество пьяных. Хоть мы сами хотели жить где-то на отшибе, поближе к природе, но пока мы обходили этот дом, и пока мы возвращались обратно к своему дому, да, мы еще с района выйти не успели. Меня всего облепили комары, всего искусали. Дошли до дома, я весь лицо все Да, блин, я не знаю, опухло. фотографию не сделала. Нет, не было У него фотографии. было лицо просто сплошной волдырь. Вот. Лицо все опухло, блин, вообще ужас. Это все вот, то, что зелень, там много зелени, как бы окраина. Там как лесочек еще такой есть, довольно-таки большой. Деревьев много. Много просто. деревьев, да, и там как низина такая, видать, влажность еще, и комарятник страшный. Ну, потом, кстати, мы часто, когда искали квартиру, да и дома тоже, часто общались с риэлторами, и нам даже риэлторы сказали, что там в этом районе не только пьющие люди, там очень много, как бы, ну, нехороших людей, не только пьющих, но и с другими всякими привычками. И что это район такой, что там их просто очень много. Может, то, что окраина, то, что там этот лес, котлован, может быть, я не знаю, может, они там как-то сидят, шифруются, я не знаю. Что Ну, там может быть, тоже, я не знаю. удобное место для них, может. В общем, этот дом мы тоже отсеяли. Нам он тоже не подошел. В общем, мы пересмотрели со мной вместе, без меня, Аня с моей мамой. Просто смотрела, потом одна смотрела, когда уже осмелилась, уже перестала бояться. Вот. Да. Ну, в общем, этих было Освоилась. очень много. Большинство из них, к сожалению, снимать нам не удавалось, потому что часто, когда приходила Аня там, да, или с моей мамой вместе, то часто их принимали за риэлторов. Да, и люди не верили, что мы не риэлторы до последнего, хотя объясняешь им, что мы наоборот, что мы покупатели, что мы на Авито вас нашли, там, или на домофоне, да. Но люди все равно, если еще увидят фотоаппарат, да, что там снять, допустим, на видео какую-то квартиру, и наоборот, еще больше подозрений у них это вызывает, что я снимаю. Ну, в общем, квартир было очень много, и где-то свои плюсы, где-то свои минусы. И свою квартиру мы долго времени не могли найти. Да, искали долго, уже думали, вообще лето пройдет, мы не найдем Да, ничего. про все квартиры, я думаю, нет смысла рассказывать. Мы вам рассказали самые такие, которые в памяти отложились, самые Да. забавные, самые интересные. Либо какие-то ситуации были. Либо которые нас зацепили, но мы их не купили. Да. Ну что ж, перейдем к кульминации этого видео, но не к кульминации всей истории про ипотеку, про квартиры и дома. Да. В общем, Ты шоумен. да, я Кульминация. прям шоумен, вот. В общем, Оставайтесь с нами, да. да. Мы вернемся к вам после рекламной паузы. Да-да-да. В общем, свою квартиру мы нашли после долгих поисков. Мы пока показывать ее не будем, вот, по определенным причинам. Возможно, покажем чуть-чуть дальше. Мы еще ничего не сказали. Да, мы еще не все сказали. Поэтому пока показывать не будем. Потерпите. В общем, мы свою квартиру нашли. Она, конечно же, на первом этаже. Вот. Она трехкомнатная, конечно же. Вот. Что самое смешное, она идентична квартире моих родителей. Да, Прям одинаково. полностью один в один. Там стоишь, как будто бы вот у них дома, только как бы не та обстановка. А там Да. Планировка все такое же, метраж квартиры все Панелька. такое же.
Да, панелька. Панелька. И Типичная она недалеко от моих родителей. Вот, район очень хороший, двор есть, большой двор тоже хороший, плиточка выложен. Все как тротуар есть, да, нормально. все как мы хотели, Да. все как мы искали. В общем, Боженька нас услышал и послал нам все-таки такую квартиру. Вот, там хороший район, кругом везде магазины. Да, Вот. все рядом, и парикмахерские, и все Да. есть рядышком. И даже есть где погулять. Да, есть где погулять. Детский сад рядом, школа Небольшой рядом. уклон, небольшой есть. Но все равно там уклон-то не такой крутой, он еле так чувствуется немножко. И сразу выйдешь, и ты уже на равнине, то есть там все ровная А площадка. еще что мне понравилось, там если выйти с квартиры, отойти от нее чуть-чуть дальше, там по определенной улице встать и обернуться назад, то вечером, то можно увидеть красивейший закат. Да, видно закат, и видно вдалеке, видно там как частные дома, и что там светится, как дорога, то есть вид есть еще красивый, Да. можно смотреть. И там, в принципе, недалеко до поля дойти, как бы можно все равно при желании. То есть как бы так вот. В общем, мы эту квартиру, она нам понравилась, мы ее решили брать, но там опять же очень много ремонта, Да, очень много, да. по Но цене нас устроило. не сказать, что прям Привет. совсем устроило. Такие же квартиры мы видели, они стоили дешевле, там тоже требовался ремонт. Но там в этих квартирах не было ни двора, ни улиц, ни магазинов рядом. Поэтому мы чисто... Родители далеко уже. Да, видите, дальше были бы. Поэтому мы уже чисто так, закрыли глаза, немного переплатили, чисто только вот за... Район, двор, Да. двор, район и близость родителей. Только Но, из-за этого. но ремонт там нужен хороший. Но здесь человек торговался, по крайней мере. Да. Торговался, она уже давненько тоже продает эту квартиру. Она как бы торговалась все равно неплохо. Поэтому мы остановились. Поэтому мы выбрали ее. Да. Изначально мы квартиру думали, что возьмем под ключ, потому что хотелось, чтобы там были пластиковые окна, радиаторы, нормальные полы, да. Ну, когда вот узнали цены на квартиры, посмотрели, присмотрелись, поездили, посмотрели, поняли, что нам выгоднее квартиру взять все-таки, которая без ремонта пусть будет вся, по нормальной цене, чтобы можно было сделать ремонт в нужном районе. Вот мы такую квартиру нашли. Все равно, какой бы ремонт ни был, у каждого человека вкусы свои. Да. Да, и можно взять квартиру дорогую, но с ремонтом, но потом через какое-то время, не будет тебе нравиться этот ремонт. Да. Если... Были такие квартиры, допустим, где обои красного цвета, там черные двери, там черные ламинаты, вот в этом всем в черном, в красном просто. Поживешь, конечно, пару лет, но тебе захочется поменять, потому что все темное, А тяжело. поменять не сможешь, потому что уже ты переплатил за этот ремонт, Да, и ты заплатил уже ипотеку полностью. тебе придется много платить по сумме. А тут ты все-таки сэкономил на том, что она подешевле, пускай без ремонта, Мгм. но ты хотя бы эти деньги вложил и Сразу. сделал. Да, вложил и Тебе сделал надо. так, как тебе надо. В общем, квартира нам это понравилось, хоть там и требуется ремонт, но мы решили брать ее. Мы не будем сейчас в этом видео рассказывать всех нюансов. Да, Мы, что было дальше? да, обо всем об этом, как шла система покупки, какие были. Как вообще, да, Как как проходила. состоялась покупка, Да. да, состоялась ли она вообще. И Ждите следующее видео, там, ребята, будет интересно и будет очень много неожиданных событий, которые на тот момент... которые мы сами не ожидали. Да, ты сейчас такой взгляд замороженный. Да, там такие события, это мы сами, ребята, честно говоря, не ожидали. И вся моя семья, и Аня, И продавец, и покупатель, И и продавец. все мы были в это, ошарашены. И я тогда сам был в шоке, на ее практике такое впервые. Вот, так что смотрите, там будет, очень интересно. Ребята, мы будем прощаться. Всем пока, всех любим, всех целуем. Подписывайтесь на канал, Да. ставьте лайки, дизлайки, пишите комментарии под этим видео. Нам очень приятно. Еще, пожалуйста, делитесь видео с друзьями. Вам это не сложно, а нам будет приятно и поможет каналу развиваться. Всех Всем целуем. спасибо, Всем пока. всем пока.